привет! Сегодня у нас расклад «Тайная фантазия». И прежде чем начать, сразу скажу, сегодня вышел закрытый часовой расклад про кармические узлы из прошлых жизней, как их развязать, как быть, что делать, про повторяющие сценарии в жизни. И очень интересно, у кого не работает YouTube, это все доступно на Бусти, на уровне эзотерическая библиотека. На Ютубе доступно с первого уровня. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Королева кубков. Белая карта. Четверка пентаклей. Тройка кубков. И отшельник. Сразу предупреждаю, я уже всю картину вижу и сразу скажу, читаю, как показывают карты. Поэтому не обижайся, натяни штанишки повыше, потому что тут не все хорошо, да. Какое сокровенное желание крутится у него внутри, почему оно так настойчиво в голову ему стучит. Ну смотри, если королева кубков не ты, как сказать, королева кубков, а это знаки воды по гороскопу, да, то тянется он к другой женщине. Именно этот вариант будем рассматривать. Если ты королева кубков, да, то есть по гороскопу вода, и, как сказать, и вы еще не вместе, а он вот-вот, то это к тебе тянется. Но в любом случае меня напрягают остальные карты, поэтому давай рассмотрим, тянется к другой женщине, потому что все-таки у нас впереди не очень хорошие карты, да? Ну смотри, тянется к другой женщине, это его фантазия. Ему кажется, что она дарит ему вот эту мягкую заботу и понимание, которую он давно искал. Я очень надеюсь, что это про тебя. И когда он вот думает о ней, да, то внутри все загорается вот приятным чувством, как будто открывается перспектива более нежной жизни. Я тебе объясню, почему говорю, что про другую женщину, потому что отшельник у нас еще там есть. А это отшельник твой, мы же тебе расклад делаем. И, соответственно, эта женщина, да, она не дает ему покоя, потому что, в смысле, в голове. Потому что рядом с тобой он привык к совершенно другим эмоциям и обязанностям. Его, знаешь, как будто новая глава зовет, где он снова может почувствовать себя нужным, наполненным. И он не сразу решается рвануть к ней. Он просто, знаешь, он внутри уверен, что это желание не пустая фантазия. Понимаешь? Оно стучит в его разум каждый день, подбрасывая новые оправдания, почему ему стоит пойти именно в ее сторону. Так он так он ходит кругами, терзаясь и все глубже увязая вот в этих болотных мыслях. Белая карта — это что подтолкнуло эту фантазию всплыть на поверхность. Был ли какой-то триггер, да, или это давняя мечта, которую он скрывал? Ну смотри, он просто понял, что дальше с тобой топтаться на месте не хочет. Случилась такая ситуация, где он вдруг оглянулся и увидел, что долго живет уже по накатанной схеме. Дом, работа, рутина, тебя поцелует. Дом, работа, рутина, тебя поцелует. И вот он проснулся однажды, да, и понял, что он вперед должен идти, что ему мало обычных будней и редких радостей, которые между вами.
И вот эта осознанность — это как чистый лист. Он ощутил, что пора переписать сценарий своей жизни. И именно в этот момент вот фантазия про ту женщину, она расцвела. И это не просто какое-то мимолетное, там, неплохо было бы компота попить, да, а это почти решение. И он не кричал о своих планах, да, потому что он хочет разобраться сначала с собой, внутри. Но этот вот импульс свободы и желание все заново начать, да, с другим человеком, это наполнило его мозг прям вот идеями. И он уже видит, как шаг за шагом будет менять свою реальность, да. И вот именно в этот период в нем проросла вот эта мечта затаенная. Четверка Пентаклей — это почему он опасается говорить об этом вслух, и что случится, если все же рискнет с тобой поделиться. Ну смотри, четверка Пентаклей понятно, да? Он опасается, что если расскажет, то ты уцепишься за него, да, попытаешься там переубедить, обещая там компромиссы и так далее. То есть схватишься вот как этот персонаж за монетки. Он убежден, что ты можешь начать там хвататься за каждый его аргумент, да, а то и вообще вырвать его вот этот аргумент. Понимаешь? Ну, он боится, если без шуточек, да, боится, что ты попытаешься его удержать. И глубоко внутри он не хочет превращать вашу жизнь вот в эти бесконечные разговоры, слезы. Ему страшно, что он поддастся с жалости, да, или там к чувству долга, и так вперед и не двинется. Ну а если он все же рискнет все сказать, то готов к тому, что ты будешь бороться за отношения. Уговаривать, давить, манипулировать и прочее, прочее, прочее. Он понимает, что это станет очень тяжелым разговором и что он может сорваться, да? Но если не скажет, то будет продолжать идти вот, как сказать, в параллельной реальности, где вся надежда на новую женщину останется, ну, как сказать, тихой фантазией. Тройка кубков — это как может измениться ваша с ним жизнь, если он все-таки воплотит эту тайную идею. Ну, понятно, да? У вас начнутся дружеские, формальные, приятельские отношения, где страсти нет, но остается вот это, как сказать, дружеское понимание. Тут не будет ни громких скандалов, обсудить сможете более-менее спокойно, да, решить, что лучше быть друг другу хорошими друзьями, чем несчастливой парой. Он, знаешь, он не хочет оставлять тебя вот в полном одиночестве, поэтому он предложит там помогать, советовать, возможно, гулять, ну, как друзья, понимаешь? Больно, конечно, все равно будет, потому что у вас, как сказать, вы не видите друг в друге такого дружеского формата, потому что был компот, да, было счастье. Но картинка показывает, что у вас останется только дружеская вот эта теплота. Он будет счастлив, если вы со временем сумеете там вместе встречаться, друг друга выручать, да, там в мелочах, без вот этих взаимных упреков и обид. Понимаешь? Ну, у вас связь не оборвется совсем. Это просто будет дружба. Если все же ты королева кубков, да, то эта карта, что все равно дружба. Я поэтому так трактую. А тем более у нас отшельник. Как отразится на тебе лично. Видишь, в любом случае, даже если ты королева кубков, то все равно отшельничество, одиночество. Потому что отразится на тебе вот это все одиночество. Понимаешь? Потому что, рассматриваем женщину, потому что будет непросто. Потому что часть твоей жизни, она очень сильно зависела от совместных с ним планов. Но это одиночество, знаешь, может оказаться шагом вот к важным открытиям для тебя и внутри себя. Ты начнешь видеть, чего на самом деле ты хочешь, да?
когда нет вот этой привычной поддержки от него или там противоречий. И знаешь, временами тебе будет казаться, что вот холодно и пусто в моменте, а потом хорошо будет. Понимаешь? Не обязательно у тебя будет вечное одиночество. Это мы смотрим только период. Но знаешь, именно в этот период у тебя появится место для личного роста, более честных разговоров с самой собой. Со временем ты поймешь, что отпустив его, как говорится, в новую историю, да, и приняв свой вот этот временный уединенный период, ты даешь шанс родиться чему-то свежему. Понимаешь? Это принесет своеобразную мудрость, принесет силу, которую у тебя сейчас нет. Не переживай, все будет в любом случае хорошо. Давайте перейдем ко второму варианту. Мир — это у нас какое сокровенное желание крутится у него внутри, почему оно так настойчиво стучит в его голову. Ну смотри, он тут вот наоборот, тут как будто бывшего смотришь, потому что он хочет наладить отношения с тобой, да, и положить конец старым там конфликтам, конфликту и так далее. Он видит, что вы оба устали вот этого напряжение между вами, да, недомолвок. Поэтому он хочет мира и гармонии. Его не отпускает мысль, что пора уже сделать шаг, чтобы все снова стало гладко. И это чувство, оно его преследует, потому что внутри он ценит вашу связь и понимает, что там любые вот эти мелкие обиды, они не стоят того, чтобы держать вас в ссоре. Понимаешь? Его не привлекают там громкие там сцены, упреки. Он просто хочет вернуть тебя своим спокойным разговором, да, побеседовать с тобой. Без всякой там враждебности и так далее и тому подобное. Он полностью осознал, что без вот этого примирения нет ощущения завершенности, что внутри у него просто сейчас остается пустота. Он это понимает. Что подтолкнуло эту фантазию всплыть на поверхность? Ну, по 5 кубков, знаешь, его накрыло ощущением горечи, да, когда вот он понял, сколько в прошлом радости у вас было, да, и сколько могло бы быть, было, сколько потеряно из-за вот этих дурацких, извините меня за выражение, обид. Он вдруг ясно увидел, как вы могли бы вместе там, как говорится, гулять, планы строить, если бы не вот эта ссора. Ну или там серия мелких конфликтов. Ему стало жаль, которое время вы потеряли. И у него, знаешь, в голове так щелкнуло, что возвращать надо все. Пока поздно не стало. Ты мне скажешь, да уже поздно, но, как говорится, никогда не поздно. И у него это не просто мимолетная мысль, это вот сильное ощущение пустоты. Вот смотрит он на старые фотографии, например, да, и вспоминает, как вместе там вы веселились, смеялись, шутили и так далее. И именно вот этот приступ сожаления заставил его признать, что внутренне он давно хочет отбросить свою гордость, да, и хочет наладить мир. Ну, пока не решается, да, не решался во всяком случае. Почему он опасается говорить об этом вслух, да, и что случится, если все же рискнет по 4 жезлов? Но он боится, что желание вернуть вот эту атмосферу между вами, да, может быть холодно встречено с твоей стороны. Встречено. Есть такое слово, не знаю. В глубине души он, знаешь, ему страшно, что ты скажешь, что поздно уже, да, поздно спохватился, я уже замужем, у меня 15 детей. Или там, я тебе уже не верю. Он этого боится.
Но если он все-таки наберется смелости, да, и выложит, что ему реально важно восстановить вашу вот эту связь, да, и это будет светлым событием. Вы оба ощутите, как обстановка меняется. То есть, знаешь, вот появится шанс вернуться к вашим вот посиделкам совместным, да, там, маленьким праздникам совместным, когда были, которые вот когда-то были там особым каким-то ритуалом. Если он ротом проговорит все честно, да, без высокомерия, без претензий, то есть реальный шанс устроить тихое перемирие, да, где каждый свои ошибки осознает, а не только он. Потому что ты тоже приложила руку. Как может измениться ваша с ним жизнь, если он начнет это все делать, да, по двойке жезлов? Ну, по двойке жезлов она, знаешь, с застоя сдвинется. Это все войдет в период планирования будущего. То есть он будет обсуждать с тобой там, где жить будете, куда поедете, чего кушать будете и так далее. То есть цели на будущее, чтобы улучшить ваш быт. Вместо вот этой сейчасшней, да, напряженности молчаливой появится дух дружбы, сотрудничества. Вы сможете заново общие маршруты настроить, да, почувствуйте себя командой, которая вперед смотрит. Тут даже трактовать не нужно. Главное, что вы вот перестанете ходить вот вокруг да около и сможете прямо обсуждать абсолютно все, там, идеи, планы и так далее. Понимаешь? Как это отразится на тебе лично, король кубков? Ну, понятно. Мощная эмоциональная поддержка. Король кубков — это эмоции. То есть рядом с тобой, знаешь, будет человек не тот, который критикует и мозг выносит, да, а мужчина, который будет слушать, обнимать, навстречу твоим желаниям идти, любовью тебя окутает. Но это в начале, потому что мы смотрим периоды. И для тебя это будет снижение стресса внутреннего. Тебе не нужно будет думать там, как ему что-то сказать, чтобы он не вспылил. Ты будешь ощущать, что тебя принимают и стараются понять. В итоге твои чувства, они, знаешь, перестанут быть зажатыми. Ты сможешь улыбаться, шутить, мыслями делиться и не бояться, что он вдруг там обесценит твои слова. Больше мягкости, больше спокойствия по королю кубков. Ну, тут понятно, да? Но еще раз повторяю, это период, это не навсегда. Тут все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, я вас сразу поздравляю, да? Туз кубков. Какое сокровенное желание у него внутри крутится, туз кубков у него крутится. То есть жениться хочет на тебе или жить вместе хочет. То есть прям чаша переполнена. В его душе прям давно мысль вот эта бродит, что нужно перестать вот так вот бегать, выбрать одну женщину, потом другую и так далее и тому подобное. И вот он хочет тебя одну навсегда. Он устал вот от вот этих поверхностных отношений и хочет глубокую, как сказать, глубокие отношения, глубокую привязанность. У него в голове прокручивается картинка, это там уютный домик, завтрак общий, да, путешествие с тобой, в обнимку кино вечером смотреть. И вот эта идея ключом бьет прямо ему по голове. Потому что, знаешь, для него раньше любовь всегда казалась чем-то таким вот мимолетным. А тут вдруг захотелось стабильности, то есть остепенился. Он просыпается и думает, что хочу, чтобы она рядом просыпалась со мной.
И вот этот внутренний голос покоя ему не дает и толкает к решительным шагам. Он фантазирует не только про страсть, да, но и про спокойный совместный вот этот быт, где вы вместе делаете все. Хотел сказать, смеетесь, кино смотрите, но уже ты и так поняла. Что подтолкнуло эту фантазию всплыть на поверхность? Справедливость. То есть, знаешь, череда событий произошла, когда вот он увидел, что все его вот эти попытки бежать от серьезных отношений заканчивались пустотой. То есть он понял, что в жизни должно быть что-то уравновешенное, где оба человека, да, оба муж и жена, они как одна сатана. На равных, готовые делить радость, горе до самой его смерти. И он прошел через разочарование такое. И теперь считает, что вот самое честное решение – это перестать играть. Играть там в легкие отношения, мимолетные компоты и так далее. И выбрать настоящую глубину он решил. Он понял, что пора все по своим местам расставить. Я, говорит, остепенился и признаю все свои ошибки, и все. А триггер – это переоценка всей вот этой прошедшей жизни, где он теперь, хочет четкости, стабильности, справедливого вклада в отношения, а не просто компот и убежал. Почему он опасается проговорить это прямо сейчас вслух, да? Он боится глобальной смены образа жизни, трансформации боится. Смерть — это трансформация, поэтому не думайте, кто Таро не знает, что эта карта плохая. Нет, это полная трансформация. То есть ему придется носки складывать, да? Менять свои привычки какие-то, отказываться от свободы, к которой он привык. А внутри вот поэтому есть сопротивление, поэтому он не говорит пока. То есть он понимает, что если прямо скажет «давай жить вместе» или там «давай поженимся», то он запустит процесс, который уже, не остановить. И вот это как раз его пугает. У него в голове «а вдруг скучно станет, да? А вдруг там будут у тебя завышенные требования?» Сейчас ты с ним ласково и терпеливо, но мы же знаем, что ты пират и дедушку смотришь, поэтому рано или поздно сковородка-то будет. И вот если он решится поделиться, да, то сразу возникнет серьезный разговор про будущее, который он боится. А ему придется отвечать, да, и от темы не уходить. И он понимает, что такой вот шаг, он когда шагаешь назад, бесповоротен. Либо вы двигаетесь, как говорится, к реальной семье, там дети и так далее, корни пустили, все целуются и радуются, либо он разрушит все окончательно. Я имею в виду, если вот этот разговор будет. И внутри он этого хочет, да, не расставание от тебя к себе, да, но страх, а вдруг я передумаю, он все равно пока силен, потому что трансформация, а трансформацию он боится. Трансформация – это изменение в жизни. Тройка мечей, как может измениться ваша с ним жизнь, да, если он начнет воплощать эту идею? Смотри, все, что я сказал, это звучит прям романтично, да, там серьезные отношения, общий дом, общие планы, но я сразу тебя в начале расклада предупредил, что я трактую только правду. Не нравится правда, есть другие тарологи, которые скажут, что вы будете долго счастливо по тройке мечей жить, но тройка мечей – это карта предательства, измены. Соответственно, его хватит ненадолго. Потому что при первых сложностях или там попавшейся на глаза там заманчивой попки, я смягчил как смог, он может сорваться и изменить тебе, или просто уйти.
то есть в итоге грозит разбитое сердце. Кто мне чего не говорите, но тройка мечей — это боль, предательство, измена. И я ее по-другому просто не могу трактовать. Ну, хотя я могу трактовать, это ты ему изменишь, да? Но мы-то смотрим на него, и, соответственно, кто у нас изменит. И ваша жизнь, она, знаешь, может стать бурной. Яркий подъем, много компота, страсти и так далее, а потом неожиданный провал. Когда его энтузиазм угаснет, и он вспомнит того бабника, извините меня за выражение, который и адреналина, конечно, захочет. Ну, тут, я не знаю, давайте пропустим, потому что я вам сказал, что это за карта, и вы поняли все. 8 жезлов, как это отразится на тебе лично? Побежишь. Ну, спокойной жизни не будет. Ощущение будет, твоя жизнь галопом понеслась. С одной стороны, прилив страстности, страсти, компота, интенсивных событий. А с другой стороны, когда ты увидишь его неустойчивость, ты решишь, что пора бежать, себя спасать. И вот это будет момент, когда у тебя глазки откроются. И будет у тебя, знаешь, мысль, либо я продолжаю верить в сказку, да, либо ухожу, чтобы, как говорится, осколки сердца не собирать. Один раз я трактовал эту тройку мечей, и мне женщина в комментариях написала, что тройка мечей — это любовь. И я думаю, кого ж она смотрела, что для нее это любовь? Ну, я знаю, что есть одна такая, что башню трактует и говорит, что это вы домик вместе построите, у вас будет любовь. Но тройка мечей — это 3 меча в сердце воткнуты. Тут измена. И 8 жезлов — это быстрое передвижение в сторону, как говорится, да? Ну, а как трактовать, ты мне скажи? То есть жизнь — американские горки. И именно так вот твоя жизнь, она ускорится в сторону новых решений, в сторону новых возможностей. И, как мы понимаем с тобой, да, в сторону новых людей. Больно будет, больно. Но ты знаешь, ты почувствуешь внутри энергию через время и дашь себе шанс на новую главу без вот этих эмоциональных качелей. Все произойдет быстро. В режиме быстро, понимаешь? И ты просто решишь, что ты не хочешь ждать вот этого удара под дых. И в итоге освободишься от иллюзий и убежишь, утекешь, не знаю, как правильно. Вот так вот. Ну, извините меня, хотели правдивые расклады, я вам их даю. Карты читаю, от себя не привирая, и вам понравится, я не хочу. Я читаю карты, как они есть. Вот такой у нас сегодня был расклад. Обязательно приходите в закрытый расклад. Он часовой, он очень интересный. Ссылку видите на экране, уровень «Эзотерическая библиотека». Также приходите в проживание арканов, прорабатывать вот эти все затыки. И такие мужики вам просто попадаться не будут, а будут попадаться те, которые вас ценят, любят, лелеят, холят, и, возможно, даже это дед. Шучу. Все, всем добра.